Всем привет, друзья! Хочу сегодня рассказать и начинающим, и, может быть, не очень, кого интересует вопрос, как найти матку. Причем найти не находимую, не находящуюся, не матку, которая просто скрывается от вас, вы ее не можете найти. Чаще всего это бывает молодая, неплодная или плодная матка, которая не мечена. Конечно, люди с плохим зрением, недостаточно острым зрением, пожилые, могут сказать, что матку не находят именно из-за этой причины. Мы не будем об этом говорить, потому что, что тут скажешь? Тут совет какой? Либо просить помощи у зрячих, либо вооружаться чем-то, чтобы была возможность увидеть. Я же сегодня хочу акцентировать внимание на том, когда вот зрячий человек со стопроцентным зрением не может найти матку для того, чтобы либо извлечь ее из улья, либо дальнейшие какие-то принять решения по работе с этой семьей. Нужно туда подсаживать молодую, давать расплод, и так далее. Вы меня прекрасно понимаете. Значит, бывают сложности найти как меченую, так и не меченую матку. По меченым скажу буквально пару слов, почему не удается найти меченую матку. Часто причина бывает в том, что метка стерлась, ваше сознание и зрительное восприятие настроено на то, по крайней мере, я за собой такое замечал. Я там не какой-то анатомический аналитик, но замечал, что если вот я ищу конкретно матку, меченую зеленым цветом, то я могу не заметить чего-то другого. Если я сосредоточился на том, что ищу яйца в соте, именно засев, ищу, то есть ли засев, я могу не заметить матку. Избирательное внимание такое. Не то чтобы не заметить, но внимание направлено немножко на другой такой приоритет. Поэтому нужно непосредственно на рамке задаться целью, искать, но не обязательно представлять, что вы найдете там свою меченую матку. Метка может быть стерта, поэтому вам сложно найти. Следующий момент, почему очень сложно бывает ее найти, когда ее там нет. Пересмотрели вы все рамки, видите, что вы не нашли матку. Есть ли засев? Если есть яйца, которые стоят ровно и немного наклонены, и еще больше там наклонены, практически легли, то это яйца 1-3 дня. Это значит, что матка посеяла яйца сюда. Очень частая проблема бывает у пчеловодов в летний период с семьями-трутовками, когда матки нет, но якобы засев есть. Поэтому очень важно рассмотреть, чтобы эти яйца были четко по центру самой ячейки, самого сота, и их была 1 штука, не было 2-3 яйца и так далее, потому что если большее количество, то это означает, что у вас просто трутовки уже сеят в этой семье. Сразу забегаю наперед, конкретные рекомендации по поиску матки будут. Я просто отметаю сейчас самые простые варианты, чтобы охватить полностью всю эту тему. Здесь нужно сделать такую ремарочку. Если мы ищем, возможно, неплодную матку, она могла вылететь. Здесь важно время, когда вы ее ищете, утром, днем или вечером. Поэтому неплодную, ту, которая молодая, могла вылететь на облет, не нужно искать после 11 часов дня до 16 часов дня. В этот период они, в зависимости от погоды и температуры, могут быть на облете с 11 до 4. Поэтому вы ее можете не найти. Также по неплодным маткам, матки, которые еще облетываются и не собираются сеять, они 3 дня облетываются, потом дозревают еще 3 дня. Они не всегда находятся в центральной части гнезда. Могут лазить где попало, где угодно, в поисках маточников, может быть, каких-то, гуляют везде. Могут даже на стенке улья сидеть или ходить по кормовым рамкам. Поэтому вам очень тяжело, особенно на кормовых, собирается трутень, и среди трутня очень тяжело ее заметить. Поэтому если у вас есть предпосылки, что матка таки в семье есть, но вы не можете ее найти, дождитесь, пока она начнет засев. Если же есть вероятность того, что может быть такое, что вы семью превратите в трутовку, то есть уже по срокам вы посмотрели, что у вас там 10 дней прошло от момента того, когда должны были уже появиться яйца, а их нет, то срочно тревога, ставим контрольную рамку. Вот смотрите, я улей специально открыл. В этом улье у меня была очень нестандартная ситуация. Здесь выходил рой, я успел закрыть пыльцесборник, матка не вышла, она осталась в улье. Я потом поклал ганимановскую решетку, сыпал рой, который висел на передней стенке.
сюда назад, ну, думая, что вдруг там молодая матка. А нет, я перетрушивал абсолютно всех пчел на ганимановскую решетку, а старая матка у меня была в изоляторе Миленина. И я не нашел путем пересыпания на ганимановскую решетку, я не нашел молодой матки. Но потом была очень интересная ситуация, когда я захотел поменять в этой семье матку на молодую, в пересылочной клеточке. Я открываю улей, смотрю, а у меня старую матку, которая зимовала с этой семьей, ее душат на рамках, убивают. Причем это было спонтанно, я просто открыл в какой-то день улей. Матка была выпущена из изолятора Миленина дня 3 назад. И вот ее в центре гнезда убивают. Почему? Это означает только одно, что есть молодая матка, которую они уже обнюхали, и решили сами с ней разобраться. То есть ее убивает не молодая матка, матка с маткой борется, а убирают пчелы. Поэтому мне нужно в этом улье обязательно найти матку. Я пересмотрел все, я не могу ее найти, потому что засева нет, по срокам его еще и не должно быть. Но мне обязательно нужно подсаживать сюда матку. Как мне найти матку? Я делаю так. От правой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6-я рамка. Справа налево 6-я рамка. Я всегда для себя, это чисто мое правило, какая моя заморочка. Я всегда 6-й рамкой справа налево ставлю контрольную рамку с засевом, для того, чтобы увидеть наличие маточников на этой рамке. То есть вообще в семье нет расплода и не было уже давно открытого расплода. Семья была на безматочном периоде. Я вижу с этой стороны личинку, вижу маточник, который кормят. Вот он один. Да, маточное молочко. А вот они еще маточники. Ну, как я рекомендую, для того, чтобы найти вообще любые маточники, необходимо сделать вот так. Ну, надо делать гнездо, я труханул, ничего страшного. Значит, день, не вечер, не холодно. Пчелы сейчас вернутся в улей. Вот я 4-й маточник разрушил на этой стороне. Почему? Теперь вопрос. Внимание, вопрос для знатоков. Почему же в этой семье старую матку убивали? Расплода не было, засева не было. Берут и убивают матку. Непонятная вообще загадка. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 маточников здесь. Вот 10 маточников я в этой семье убрал на контрольной рамке. Теперь еще нюанс. Если та матка, которую убивали, она ж могла где-то, она ж плодная и хозяйка этого улья, она могла на любой из этих рамок посеять хотя бы одно яйцо. Теперь в силу того, что вижу такую картину, мне нужно обязательно на всех рамках пересмотреть все рамки и пересмотреть наличие маточников, чтобы не пропустить, потому что завтра ко мне утром приезжают уже очередная партия плодных маток на замену от специального там ведущего матковода. Я меняю линию в этом году. И мне нужно убедиться, что здесь нет маточников, чтобы по срокам подсаживания не оказалось так, что молодая выйдет, убьет старую. Ну и продолжаем говорить о поиске матки. Значит, продемонстрировал вам контрольную рамку, как запомнить, как там расположить и так далее. То есть я уверен теперь на 1000%, что матки в этом улье нет. Почему убивали, остается вопросом к знатокам. Значит, после того, как вы определили, что у меня была семья, буквально он за мной стоит, я ставил такую контрольную рамку, достаю ее через неделю, она полностью вся запечатана, ровно, чисто, все красиво запечатано, без всяких маточников. Пересматриваю, рядом уже есть засев, матка начала сеять, пролистнул в одну сторону, пролистнул в другую, матку не нахожу. Причиной усложненного поиска могут быть летающие пчелы, ну, повышенная агрессия, там не в то время заглянули или просто порода агрессивная. Они мешают вам искать матку, липнут на маску и так далее. Ну, нюансы такие могут быть. Поэтому для того, чтобы пчелы не мешали, нужно их успокоить. Либо открыть сетчатое дно, чтобы было хорошее проветривание, не в жаркое время смотреть. И желательно смотреть так часов 9-10 утра, когда пошел хороший лед пчел, пчелы улетели на медосбор, большая часть, масса летной пчелы не в улье, не вечером смотреть, а именно утром. И тогда у вас рамки максимально освобождены от летных пчел. Пчел меньше, вы начинаете поиски. И дальше я вам, друзья мои, расскажу о некоторых конкретных действиях, как вот ее найти, когда и в этом случае вы просто не видите ее и все. Значит, смотрите, какая может быть ситуация. Я вам показываю рамку с пчелами. Ну, давайте вот я возьму вот эту рамочку, здесь пчел больше. Уже
8 часов вечера, а очень липкий прополис, жарко. Вот смотрите, видите, вот эти вот места, где висят пчелы на рамке, летные собираются, вот здесь висят. В принципе, молодая матка или там, которая только-только начала сеять, молодая, она может и здесь ползать, но очень редко. Значит, здесь там можно пересмотреть, поэтому, чтобы не было вот этих клубков, нужно смотреть, конечно же, как я сказал, в утреннее время, когда пчелы еще не вернулись с поля, если есть лед. Следующий момент, друзья мои, по самим рамкам. Откуда нужно начинать смотреть? Ну, скажу еще пару слов, что доставать рамку нужно очень аккуратно. Если матка будет сидеть на стенке, то вроде бы матки не было, и тут вы ее придавили, и ее вообще больше не увидите, да? То есть аккуратно вытащили, чтобы не придавить там матку нигде, и начинаете просматривать. Разделяете центральную часть гнезда, вытащили две рамки, вот я одну уже поставил, достал вторую. Очень тщательно просматриваете на этих рамках, тщательным образом. Не нашли, гнездо поделено, и пошли в одну сторону от центра и в другую сторону от центра. Очень часто молодые плодные маточки находятся вот в этой части, где только начинают засев. Это буквально вторая, третья рамка с краю и также с другого края, или вообще центральные рамки. Если вы нашли засев, увидели яйца, личинку, просмотрели, что есть у вас такие моменты в сотах, да, то вы на этих рамках и ищите. Чаще всего они не покидают рамочки, которые начинают плотно засеивать. Рассеиваются, только начинают, и вот она где-то кружляет. Следующий такой лайфхак, совет. Если вы не можете найти вот так вот, очень хорошо искать в солнечную погоду, но не такую яркую, когда солнце слепит очень сильно и крылышки пчел как бы отзеркаливают этот солнечный свет. Нужно поставить рамку под таким углом к солнцу, чтобы крылышки не слепили вам глаза. Тогда вы будете видеть тельца самих пчел, и вы легко определите матку. Если это не помогает, вы не видите матку на рамках, наклоняйте рамку к себе вот так вот, как я держу, вот так вот сверху, чтобы вы видели брюшко пчел, видели их высоту над рамочкой. Вот так сверху просматриваете и смотрите, где есть пчела, которая приподнята, матка всегда немножечко выше. Бывает такой момент, почему нам не удается при всех этих ниже упомянутых ситуациях ее увидеть. Она может залезть в ячейку, что-то там искать, вынюхивать, кормиться, ну по разным причинам, но вот она залезла туда. Либо же она в этот момент откладывает яйцо, что очень редко, но бывает и такое, что матка прямо при пчеловоде занимается своей работой, не боясь света. И бывает, что просто пчелки ее там окружили, спрятали, защитили, и она где-то в кучке пчел. Я в таком случае, где вижу скопление пчел, делаю вот так. Легонечко, очень легонечко раздуваю это место, где мне нужно найти матку. Вот так. Подул, они зашевелились, увидел. Если не хотите дуть или пчелы агрессивные, они могут на это дуновение облепить вам сразу же маску, вы берете дымарь, и так вот легонечко, вот так вот прям слегонца дымочком, очень легко, не таким неедким клубом дыма, вот так вот немножко раздули, и вы оголили это место, увидели, посмотрели, разогнали клубок пчел, увидели, нет ли там матки. Ну и, наверное, уже в завершении даже всех этих лайфхаков и советов, это самый распространенный, самый частый способ. Я вот в том ряду искал матку на прошлой неделе в каком-то из ульев. 3 дня, друзья мои, вот вам советую, рассказываю все это на личном опыте. 3 дня я не мог найти матку. Я в один день пересмотрел вот так вот 3 раза. Дело принципа, не могу найти. Я и магазины пересматривал, не могу найти. Оставляю, ищу на следующий день. Оставляю, ищу на следующий день. Я вижу, что есть плодная матка, мне ее нужно оттуда забрать и подсадить другую, но не могу найти. Значит, тут правило такое. Ищем опять же на тех рамках, где есть засев. Она скорее всего там. И зачастую, всегда, 99,9% случаев, когда я не мог найти матку вот в таких тяжелых поисках, она находилась вот здесь вот. Вот в этом месте. Вот тут. Вот в этом промежутке между нижним бруском рамки и сотом она прячется. Есть определенная, наверное, процентовка маток, которые обладают вот такой защитной функцией и светобоязнью, которые прячутся. Причем молодая матка, которая только начала рассеваться, она
может вообще, когда вы достаете рамку, улететь с рамки. Именно поэтому вы можете ее не найти. Вы достаете матку после облета, она еще легенькая, она прекрасно летает. Вы ее достали, не заметили, трутень то полетел или матка. Смотрите, а она и в литок. Или на дерево села, бывает такое. Ну, зачастую она возвращается в улей и где-то по стенке поползла. Вы эту часть уже проверили рамок, проверяете, здесь нет матки. Вот она есть, но ее нет, а она перелетела. Следующий момент, когда не получается вообще найти, это когда она прячется вот в этой части гнезда. Значит, она там прячется. Дело в том, что хитро. Я очень часто и много за ними наблюдал. У меня нуклеусы есть на 300-ю рамку. Есть категория маток отдельная, порода просто такая маток. Но не порода пчел, а именно вот особенность их. Она сидит на нижней части сота, и ты ее уже нашел, видишь ее, и тебе нужно ее отловить. Или просто наблюдаешь. Вот она сидит, ты рамку вот так переворачиваешь, она раз и на ту сторону, ты сюда, она туда. И она как гироскоп, то есть она занимает четко вот свое положение, чтобы ты ее не видел. И как бы вы ни крутили рамку, ее не видно и все. Ну, уже много раз такое было. И поэтому для того, чтобы ее найти вот здесь внизу, если есть скопление пчелок, из-за которых вы не можете рассмотреть, либо вот здесь в боковой части, видите, где тоже есть зазор между деревом и сотом, вы берете легонечко. Почему легонечко и дуть, и придымливать? Чтобы она не слетела с рамки, не упала на рамки и не улетела куда-то в литок, другой улей. Вот так немножечко придымили. У меня тут уже и дымарь практически затух. Но дым с него пчелы чувствуют. Вот, видите, легонечко дымочком придымили, они оттуда разбежались. Вы убедились, что на этой стороне матки нет. И заглядываете на эту сторону. А тут пчел много. Тогда берете снова, проверяете с этой стороны, продымили, нет, и начинаете поиски. Она, скорее всего, если там была, то где-то вот в этой части уже и бегает. И начинаете потихонечку придымливать и ищете. Как правило, молодые матки, особенно те, которые недавно облетелись или в процессе облета, они по рамкам бегают очень резво, не ползают, а уже такие пожилые матки, плодные, большие, крупные, они еле шевелятся, ходят медленно, не бегают по сотам. Хотя бывают всякие матки, особенности и правила. То есть вот такие основные моменты, где может прятаться матка, я вам перечислил. Она может быть как вне улья, улетать на момент того, как вы ее ищете, так вот прятаться в этих местах. Ну и плюс ваше рассеянное внимание тоже. Поэтому выбирайте то время, когда вы хорошо отдохнувшие. Это тоже влияет на поиски. И обязательно просматривайте рамки, вот следуя таким советам. Это поможет вам легче найти матку. Если же ее совершенно не получается найти и нет расплода, я вам уже контрольную рамочку показал. На этом вроде бы все рассказал. Думаю, эти советы помогут вам в поиске маток, чтобы вы действительно их нашли. Ну и еще напоследок, наверное, все даже, может быть, подумали об этом, опытные пчеловоды, что я собираюсь показать ганимановскую решетку, о которой уже в этом видео рассказал. Обычно так, есть такой способ, метод, совет, когда вообще вот, как я говорю, 3 раза пересматривал, не получается найти матку, делается следующим образом. Забираются все рамки из улья, кладется ганимановская решетка на улей и стряхиваются пчелы. Ну, там можно пару рамок стряхнуть, подставить туда или там просто вощину на это время подставить, чтобы ганиманка не падала в улей. Значит, сделали таким образом, стряхиваете пчел и дымите, стряхиваете пчел и дымите. И получается, что пчелы уходят в улей через ганиманку, а матка остается на самой решетке. Ну, метод, я вам скажу так себе, если искать старую плодную матку, можно так сделать, только нужно обязательно ставить еще корпус, даже не магазин, а корпус, для того, чтобы вы стряхивали пчел не на вот такое, не вот так вот, как я трушу, что часть пчел падает куда-то на траву, матка тоже может слететь. Нужно стряхивать внутри корпуса на эту ганиманку и обдымливать по краям, чтобы все пчелы уходили вниз, чтобы матка не перемахнула через стенку от дыма и не выползла на стенку улья. Тогда вы ее вообще никогда уже, может, в жизни не найдете. Поэтому метод очень трудоемкий с ганиманкой, очень сложный. Поэтому лучше, конечно, искать все же ее на рамках. Если у вас еще один момент не сказал, если у вас улей многокорпусный и здесь уже стоят магазины,
корпуса, то вы посмотрите, где больше яиц суточных, вот только там сегодняшних, можете разделить ганиманкой на сегодня, пока вот не нашли, а завтра продолжить поиски. И если во втором корпусе засева нет, а в первом он продолжается, то вы хотя бы уже поймете, что искать нужно внизу, ну или вверху, смотря где там конкретно матка. И таким образом сможете уже продолжить с ниже приведенными советами. И еще, друзья, один совет по поводу поиска, конкретно когда матка убегает от пчеловода. Если вы достали одну рамку, по две, как вот я говорю, что нужно разделить гнездо на две части, чтобы для чего это сделать? Чтобы матка у вас не перебегала. У меня были случаи, когда я матку искал внизу, и она убегала в верхний корпус, а я там ее в верхнем искал, она успевала убежать в нижний корпус, поэтому разделили корпуса, разделили магазины и конкретно ищите, чтобы не было сообщения между рамками одного корпуса и другого. Кроме того, когда разделили гнездо, достав две рамки, почему говорю две? Потому что когда вы достаете одну рамку, ну, одну подвинули чуть-чуть, место сократилось. Матка может, теоретически может перелезть. То есть наша задача на двух рамках очень тщательно, на центральных, просмотреть, нет ли матки, что вероятнее всего она там может быть, да. Если ее нет, потом мы ищем уже в одну сторону и в другую сторону. Мы не перепутаем рамку, не забудем. Но, кроме всего прочего, у нас матка не сможет перебежать из одной части гнезда в другое. То есть мы ее как бы уже в этой части находим. И обязательно, когда вы достаете рамку, скажем, из правой части, не ставьте ее на левую часть. Вы где ищете, там вот ее и держите. Аккуратно держите рамку над рамками, чтобы матка, если у вас где-то сорвется, упала именно сюда. И когда ставите на уголок, тоже матка может соскочить и побежать. Поэтому, когда вы будете держать рамку из правой части гнезда над левой частью, матка может и оборваться, а вы, допустим, здесь уже пересмотрели, оборваться сюда, просто сбежать по рамке через брусок нижний, через боковую планку на верхний брусок и уйти. То есть вот эти нюансы, они тоже очень часто бывают. Вы матку практически нашли, поджали, вам осталось ее рассмотреть на этой рамке, а она у вас убежала в ту часть, которую вы уже осмотрели. Такое тоже бывает. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, это действительно будет полезным. Мой опыт, мои наблюдения. Всем удачи, всем мира, здоровья. Всем пока.